этом выпуске вы увидите, как мы провели время в окрестностях Фицроя. Затем мы проехали дальше и остановились в ближайшем бесплатном кемпинге. Мы приехали на Утялтом. Смотрите, какая красота. И мы пойдем к этой горе. Фицрой. Фицрой. Это изюминка Аргентины. Вообще просто фантастика. Она обычно закрыта. А тут так повезло. Мы рано утром сюда приехали. Вот люди уже идут, смотри. Да, вот люди уже собрались в другую сторону. Здесь много маршрутов разных. Утро прекрасно, когда оно начинается с кофе, итальянского печенья, сгущенки белорусской, а особенно когда это сгущенные сливки. Ну что, друзья, мы доехали до этого дивного места и идем по маршруту до горы Фицрой. Наверное, мы до нее не дойдем, там 10 километров, но пройдемся, насколько будет возможно. Вот. Погода прекрасная, народу много. Вот такой вот маршрут надо пройти. 10,2 километра. Мы дойдем где-то до сюда, наверное, максимум, а может до сюда. Гора Фицрой расположена в Патагонии на юге Аргентины. Ее высота 3405 метров. Эта гора является популярным местом для альпинистов, туристов и фотографов со всего мира благодаря своей уникальной красоте и разнообразию ландшафтов вокруг. Погода в этой части Патагонии очень изменчивая и суровая. Нужно обладать большим запасом удачливости, чтобы Фицрой показал нам свои каменные вершины во всей красе, а не спрятал их в облаках. И некоторые дожидаются этих красот по несколько дней, а то и недель. Мы прошли только километр, а уже вот какой вид. Шикарный. Ходим к новой смотровой площадке. Сказали, что вид будет просто спектаклер. Мы в шоке в полном. Вообще невероятно. Это вообще, конечно. Я здесь был 8 лет назад, дошел до этого места, но этого ничего не было видно абсолютно. И я пошел обратно. Но сегодня это просто какая-то сказка. Нам очень повезло, потому что мы видим все вершины, которые обычно скрыты. Силуэт горы сильно зубчатый, многие находят сходство с пастью дракона или динозавра. Мы вернулись с этого маршрута, прошли в одну сторону 5 километров, то есть половину пути. Все увидели, все горы, все четко. Лучшего даже не могли себе представить. Повезло. Пришли с горы Фицрой голодные, сил нет готовить абсолютно никаких. И вспомнили, что мы вчера купили очень вкусные пирожки. Да, одни с Бараниной. чистой бараниной. Очень вкусно. А вторые вообще просто безумно вкусные. Вот такие вот внутренности. Там оливки, перчик, вяленые помидорки. Очень вкусные. Прямо на ура уходят. Да, и покажи баранины, сколько внутри. Да, чистая баранина, по-моему, забита бараниной. Угу. Вот тут еще намешано перчик. Или морковка, наверное, морковка. Вот, и очень прямо... Едем на специальный паркинг для кемперов, чтобы оттуда завтра утром отправиться на новый маршрут. Сегодня уже третий день, как мы здесь. Отночевали
2 ночи. Это городок Чалтон. С таким прекрасным видом сегодня проснулись. В городе 3 парковки для автодомов. По окраинам 2 и 1 в центре. Мы сегодня остановились на второй парковке, которая на другой стороне города находится. Здесь вот такие вот машины стоят. В основном это, конечно, полноприводные. Много иностранцев, французы, немцы, швейцарцы. Мы и местные. Такие вот большие автобусы, вот как спереди стоит его. Такие старые, переделанные. Вот. Погода, конечно, изумительная. Мы сейчас пойдем вот на эту вот горку, поднимемся, чтобы открылся вид на соседние вершины. Тропа здесь несложная, всего лишь 1,5 километра, и мы поднимемся вот на ту вершину. Уже отсюда открывается вид на городок, а сверху будет видно еще лучше. Над головой летают кондоры, такие огромные птицы. Вчера мы видели их гнездо, когда шли обратно с маршрута. Но, к сожалению, бинокля я не взял. Сегодня я взял. И если попадется, обязательно подробно рассмотрим. Здесь живут кондоры. Они селятся на скалах, и потомство у них раз в 2-3 года. И всего лишь 1 яйцо. Друзья, мы поднялись на ближайшую городу вершину. Она всего лишь 300-400 метров. Но отсюда открывается потрясающая панорама на Фицрой, где мы вчера были. А также виден весь городок. Он полностью туристический. Там магазины, отели, хостелы, разные ресторанчики. Все для туристов. Вот такая тут красота. Приезжайте. А тут внизу стоит наш автобус. Маршрут, как сказал Андрей, легкий. Сегодня выходной, поэтому очень много людей. Автобусы привозят экскурсии, все поднимаются, любого возраста. И старый млад, и даже груднички. Гора была названа в честь легендарного английского капитана Роберта Фицроя. Многие знают историю путешествия натуралиста Чарльза Дарвина на корабле «Бигль». Капитаном этого корабля был Роберт Фицрой. На тот момент ему было 23 года. Зашли в музей и ознакомились с историей этого места. В автодоме завелся новый житель. Пума черная. Ест все подряд. Слышь, кися, тебя как зовут? Будешь с нами теперь путешествовать? Эта гравийная дорога уходила вглубь гор на 30 километров и упиралась в горное озеро, возле которого располагался красивый лес, по которому мы хотели погулять, походить по тропам и надеялись увидеть оленей, которых мы видели на плакатах по дороге. Но, к сожалению, никого нам не попалось навстречу. Зато Оля нашла куст смородины, черной смородины. Она была еще не зрелая, но Оля пособирала листочки и заварила чай, когда мы вернулись обратно. Соскучились по ледниковой воде, нашли, где идет ручей с горы прямо от ледника. Сейчас наберем 45 литров ледниковой воды.
I'm not far behind. I know that I can change. Remembering all of those nights beneath the window frame. Доброе утро, друзья! Вчера мы выехали из Эл-Чалтона и поехали дальше на север. Проехали примерно 100 километров. Холмистая местность, пустынная, ничего нет, только ламы. Попадаются вот изредка маленькие поселения. Доехали мы до первого поселения примерно через 200 километров. Думали заправиться, но дизеля не было. А следующая заправка еще через 200. Остались здесь ночевать. И прямо очень классно повезло. Вот такое место специально для кемперов, кто путешествует. Рядом туалет, душ, горячая вода. А здесь находится грильное место за забором. Можно грилить, отдыхать. Цветет, уже не цветет, а уже вишня набирает плод. Уже крупная такая вишня, скоро поспеет. Сегодня поедем дальше. У нас запланировано следующие 200 километров до следующей заправки. Дорога пока была асфальтированная, но, возможно, теперь будут участки гравийки. Тихо, спокойно переночевали. Сейчас соберемся и поедем дальше. Заедем в магазин, может, что-нибудь подкупим. Вот, надеемся, что дизеля нам пока достаточно, лишь бы на следующей заправке можно было залить еще. Хотел рассказать про наше путешествие по Аргентине. Мы уже здесь больше месяца. Насколько она подходит для путешествия на автодомах. Только что ехали по отличной асфальтовой дороге, и она внезапно закончилась, и началась вот такая гравийная. Такое иногда случается. Причем при всем гравийная дорога тоже такого неплохого качества. Можно ехать, но не так быстро. А по поводу страны для путешествий, Аргентина очень подходит со всеми вытекающими. То бишь, по сравнению с Европой, здесь не надо заботиться и думать, где ты заправишь воды, где ты можешь помыться в душе, сходить в туалет. Этого везде много. Эти удобства предоставляются как на заправочных станциях, так и в кемпингах или просто в оборудованных местах. Во многих поселениях заезжаешь, стоит место, куда можно поставить машину, кстати, рядом стоит домик с туалетом, душем, все удобства, короче, а даже обогреваемые, то есть заходишь, а помещение обогреваемое, то есть тепло внутри, если на улице вдруг прохладно. В Аргентине очень хорошо ощущается чувство свободы передвижения на машинах. Здесь нет ограничительных знаков для кемперов, практически везде, где ты захочешь, можешь ночевать, если ты не препятствуешь там чему-либо. Только в местах туристических есть кое-какие ограничения, но они, как правило, связаны с тем, чтобы отрегулировать это дело. И, допустим, мы сейчас были в Эль-Калафате или в другом месте, то везде просто указаны, где можно оставлять машины для кемпингов. Там же находятся все удобства. Бывает, даже электричество бесплатно подключить можно. Вот. То есть мы очень довольны. Аргентина просто нас поразила. Ну, я уже не говорю о ценах. Поэтому путешествовать одно удовольствие. Но сейчас мы едем уже второй час, а одна машина попалась навстречу. Мы думаем, что это связано с тем, что подскочили цены резко на бензин, на дизель. Вот. И народу стало мало. Я однажды так ехал по Европе, по Франции, когда французы бастовали, перекрывали все заправочные станции, и у людей просто не было уже топлива, и на дорогах никого не было. Но мне повезло, я смог заправить машину тогда в яхт-клубе, там, где заправка для яхт. Вот, и тем самым передвигался по Франции в гордом одиночестве. В Аргентине очень нестабильная экономическая ситуация по поводу курса валют. Мы не знаем, как это будет дальше, потому что сейчас на наших глазах что-то происходит. Они решили сделать девальвацию аргентинского песо. Как это отразится на путешественниках, мы пока еще не знаем.
ощутили только, что цены на бензин подорожали. В магазинах пока все по-прежнему. И курс такой же обменный. То есть, если я оплачиваю кредитной картой, то по курсу $1 1000 песо примерно получается. Да, ну, как я уже рассказывал, по-моему, он отличается в 3 раза от официального. Поэтому путешествовать очень выгодно. Вот сегодня мы купили. Bueno, Даже язык купили. Вот. вареный. Наверное, уже. Стоит 4 евро. $4. Килограмм. И, конечно же, рождественский песо. Куличи мы теперь едим каждый день. Так, честно скажи. А еще мы решили попробовать анчоусы. Посмотрим, сколько стоит. Ну вот получилось 28,50 евро. 2 тюка продуктов. Путешествие на гору Фицрой превзошло все наши ожидания, но мы, в предвкушении новых приключений, едем в сторону цветных гор и пещер с отпечатками рук древних людей. Этот выпуск заключительный в этом году. Встретимся в новом. Удачи, ребята!